Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лучшие виды травяных чаев на каждый день. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Травяные чаи правильно было бы назвать экстрактами, настоями, взварами или напитками. Наши предки употребляли в качестве горячего питья настои различных трав, плодов, ягод, цветов, коры и кореньев, которые обильно росли на полях и в лесах России. Наиболее распространены были малиновые и черносмородиновые настои, чай из листьев кипрея. Они помогали восполнить энергию после утомительной физической работы. Травяные чаи готовили по уникальным рецептам и пили каждый день. В связи с распространением байхового чая рецептура большинства травяных чаев утеряна. Травы вместо чая, какие можно пить утром, днем и вечером. Травяные чаи бывают самого разного назначения: успокаивающие, тонизирующие, расслабляющие, согревающие и витаминизирующие. Каждый из них имеет своеобразный индивидуальный вкус и запах. Прелесть использования травяных чаев заключается во множестве вариантов приготовления. Травяные чаи условно делятся на витаминные и лечебные. Витаминные чаи разрешено и рекомендовано пить каждый день. Лечебные употребляют по показаниям в качестве добавки после консультации с врачом. Утром лучше всего побаловать себя тонизирующим травяным настоем. Он может включать в свой состав лимонник, дягель, любесток, женьшень. Вечером хорошо употреблять успокаивающие чаи, включающие в свой состав мяту, мелиссу, валериану, ромашку, вишню. Зимой хороши для употребления чаи, которые повышают иммунитет и снабжают организм витаминами. Они могут содержать малину, смородину, облепиху, шиповник, рябину. Летом особой популярностью пользуются холодные освежающие травяные чаи. Их лучше заваривать из свежего сырья. Тем более, что сезон позволяет составить любой чай. Теперь подробнее разберем, какими травами можно заменить обычный байховый чай. При этом польза для здоровья будет гораздо ощутимее. Иван-чай. Лечебные свойства травы. Чай из иван-травы или кипрея был когда-то широко распространен не только на территории России, но его знали и в Европе. Чаще всего его называли копорским, по названию селения, в котором его заготавливали изначально. Из-за лечебных свойств иван-чай используется при большом количестве заболеваний. Траву рекомендуют употреблять при лечении инфекций верхних дыхательных путей, воспалении органов малого таза и мочеполовой системы, язвах, колитах и гепатитах различного происхождения, заболевания сердечно-сосудистой системы, дерматологических заболеваниях. Мужчинам, регулярно употребляющим иван-чай, трава помогает нарастить мышечную массу без применения стероидов и анаболиков. Она оказывает лечебное воздействие на половую систему. Женщинам иван-чай помогает сохранять и поддерживать молодость всего организма, сгладить симптомы климакса. Принимающие этот напиток регулярно выглядят и чувствуют себя моложе и здоровее. Противопоказанием для приема травы иван-чай может стать беременность и кормление грудью, нарушение свертываемости крови, возраст до 12 лет, индивидуальная непереносимость, чрезмерное употребление может вызвать диарею. Сочетание с жаропонижающими и седативными препаратами противопоказано. Для того, чтобы иван-чай принес максимальную пользу, его рекомендуют принимать курсами. После 3-недельного приема необходимо сделать перерыв. Чебрец. Вред и польза. Чебрец или тимьян, или богородская трава, растет не только на дачных участках. В южных регионах ее можно найти и в дикой природе. Чебрец популярен не только из-за своего сильного аромата и вкуса. Он полезен для пищеварительной и дыхательной системы, славится противовоспалительными и бактерицидными свойствами. Чай из чабреца полезен.
при неврологических заболеваниях, для снижения уровня стресса, для облегчения состояния при бронхитах и трахеитах, для терапии фурункулеза и угревой сыпи, для заживления ожогов и порезов, а также для лечения трофических язв, для лечения болезней предстательной железы и для восстановления половой функции, для восстановления энергии после интенсивных нагрузок. Масло чабреца хорошо зарекомендовало себя при лечении выпадения волос. Чабрец вреден беременным женщинам из-за угрозы выкидыша, детям младше 12 лет, при язвах, гастритах и колитах из-за возможности обострения заболеваний, при повышенном давлении, при заболеваниях эндокринной системы, при аллергических реакциях организма. Травяные чаи. Применение в медицине. Для лечения разных патологий используются определенные травяные сборы. То, что хорошо при одной патологии, вредно или опасно при другой. По этой причине нельзя бездумно потреблять травяные напитки. Особенно это относится к беременным и кормящим женщинам, детям. Травы, которые принимают при разных видах заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания. Плоды, листья, цветки боярышника, листья крапивы, любестока, цветы и листья мати-мачехи, календула, стебли гречихи с цветами, мелисса, огуречная трава, пустырник, таволга, стебли и корни цикория. Гипотония, цветки и листья земляники лесной, плоды и листья черноплодной рябины, листья череды, спорыша, плоды барбариса. Гипертония, листья розмарина, золотого корня, лимонника. Болезни желудочно-кишечного тракта. Семена и листья тмина, молодые листочки яблони, березы, черной смородины, листья и семена аниса, цветки ромашки, листья брусники, мяты, иссопа, манжетки, тысячелистника, чага. Простудные заболевания. Листья клена, облепихи, березы, смородины, брусники, малины, крапивы, кислицы. Ягоды калины, малины, облепихи, черной и красной смородины. Листья и плоды шиповника. Заболевания нервной системы. Листья мяты, мелисы, крапивы, душицы, хмеля, лаванды, корневища валерианы, пиона. Аутоиммунные патологии. Листья лимонника, эхиноцеи, шиповника, калины, облепихи, корень женьшеня. Для лечения кашля у детей широко используют травяной настой из корней алтея или солодки. Эти травы доказали свою эффективность на практике и часто рекомендуются педиатрами в качестве дополнения к медикаментозной терапии. Какой травяной чай можно и нельзя пить при беременности? К выбору травяного чая беременной женщине необходимо подходить особо тщательно и вдумчиво. Черный и зеленый чай содержит большое количество танинов и кофеина, что может оказать излишне возбуждающее действие на будущую мамочку. Поэтому их нельзя пить регулярно. Травяной чай в этом случае может служить прекрасной альтернативой. Существует ряд травяных чаев, употребление которых рекомендуется при беременности. Единственное ограничение – нельзя смешивать слишком много трав. Их должно быть не более 3 в одном напитке. Травы, которые рекомендуется пить при беременности. Цветки ромашки. Показано для полоскания горла благодаря своим антибактериальным свойствам. Листья черной смородины. Укрепляет иммунитет и нормализует работу мочевой системы. Корень имбиря. Уменьшает тошноту при утреннем токсикозе первого триместра беременности. Плоды шиповника. Повышает иммунитет и служит защитой в период простудных заболеваний. Листья брусники. Уменьшают отеки конечностей благодаря мочегонному эффекту. Список трав, которые нельзя пить при беременности, очень большой. Пить такие травяные чаи крайне нежелательно, потому что они могут не только навредить малышу и будущей маме, но и спровоцировать маточное кровотечение и прерывание беременности. Список трав, которые нельзя пить при беременности. Чистотел, зверобой, багульник, водяной перец, змеевик, крапива, петрушка. Важно! При покупке травяного сбора для чая необходимо обязательно обратить внимание на его состав. Эти травы часто включаются в лекарственные и растительные смеси.
8 важных правил, как правильно собирать и заваривать травы для чая, настоек и отваров. Практически всякий травяной чай или сбор можно купить в торговой сети, а также в гомеопатической аптеке. Но гораздо выгоднее и приятнее собрать и заготовить ингредиенты для фито-чая собственноручно. Следует учитывать несколько важных пунктов, чтобы правильно заготовить травы. Не стоит собирать сырье в черте города и вблизи автомагистралей. Такая трава накапливает соли и тяжелые металлы. Этот чай вместо пользы нанесет вред, вплоть до отравления при заваривании. Собирать следует только молодые листочки или цветы, которые только начали распускаться. В них сконцентрировано наибольшее количество витаминов и полезных веществ. Для каждого растения существуют даты, когда концентрация полезных веществ максимальна. В энциклопедиях травника можно найти правильные даты для сборов лекарственного сырья. Не стоит обрывать побег полностью. Правильнее оставить несколько листьев, плодов или цветов для того, чтобы растение не погибло. Тогда и в следующие годы можно будет найти его и собрать сырье вновь. Сушить собранное растительное сырье необходимо в темном, сухом, хорошо проветриваемом помещении до полного высыхания. Нельзя допускать загнивания и плесневения. Поврежденные листья необходимо сразу же выбрасывать и ни в коем случае не использовать при заваривании травяного чая. Травы, которые содержат эфирные масла, сушат при температуре не более 30 градусов Цельсия. Травы, включающие в свой состав глюкозиды, при 50-60 градусов. Соблюдение правильных условий сушки позволяет сохранить все полезные свойства трав. Хранить приготовленное сырье необходимо в тканевых или бумажных пакетиках или в банках с плотными крышками. На каждой емкости необходимо обязательно указывать не только название растения, но и дату сбора травы. Цветы и травы можно хранить 1-2 года, ягоды и плоды 3-4 года, корни и кору не более 2-3 лет. Важно! Сырье, которое обладает сильным запахом, лучше не смешивать друг с другом при приготовлении травяного чая. Смесь запахов может сформировать новый неприятный аромат. Такие травы, как мяту, мелиссу, чабрец, душицу, рекомендуют добавлять по отдельности. Заваривать травяной чай также нужно правильно. Следует учитывать несколько факторов. Цветки растений необходимо заваривать крутым кипятком. Затем необходимо дать настояться им 5-15 минут. Листья измельчаются и также заливаются кипятком. Время настойки до 5 минут. Некоторые рецепты рекомендуют прокипятить их в течение нескольких минут. Однако следует учитывать, что в таком случае большая часть полезных веществ исчезают. Ягоды и плоды перед приготовлением дробят и измельчают ножом. Заливают кипятком и дают завариваться 15 минут. Корневища и кору измельчают, заливают холодной водой, дают закипеть и варят на небольшом огне в течение 10 минут. Затем настою нужно дать настояться 10-15 минут. Правильно приготовленный и заваренный чай обладает не только уникальным ароматом и вкусом, он содержит в себе большое количество полезных веществ, оказывающих благотворное и лечебное влияние на организм человека. 5 рецептов травяного чая на каждый день. Любой человек может собрать травяной чай на свой собственный вкус. Однако существует несколько рецептов, которые подходят многим. При этом пить их разрешается каждый день без вреда для здоровья. Витаминный чай. Ингредиенты. Измельченные плоды шиповника – 1 столовая ложка. Ягоды малины или черной смородины – 1 столовая ложка. Листья крапивы – 1 столовая ложка. Вода 250 мл. Сахар или мед по вкусу. Рецепт приготовления травяного чая. Залить подготовленную смесь стаканом крутого кипятка, дать настояться 30 минут. Добавить сахар или мед по вкусу. Пряный согревающий травяной чай. Ингредиенты. Мята перечная 2 столовые ложки. Молотый кардамон пол чайной ложки. Вода 1,5 литра. Рецепт приготовления. Залить мяту кипящей водой. Дать настояться 10 минут под крышкой. Процедить через марлю. Добавить кардамон. Этот рецепт чая на каждый день не подходит мужчинам. Дело в том, что мята негативно влияет на потенцию.
Праздничный травяной чай. Несмотря на название, этот рецепт травяного чая подходит для потребления каждый день, а не только в праздники. Ингредиенты для травяного чая. Ягоды облепихи 1 столовая ложка, измельченные плоды шиповника 4 столовые ложки, сухие яблоки 1 столовая ложка, ягоды калины 3 столовые ложки, листья мелиссы 2 столовые ложки, вода 2 литра. Приготовление. Смешать все компоненты, залить кипяченой водой, настаивать час-полтора. Можно использовать термос, подавать с медом, сахаром, цукатами, вареньем или джемом. Рецепт травяного чая для похудения в домашних условиях. Ингредиенты. Корень крушины 3 части, корень одуванчика 1 часть, листья петрушки 1 часть, фенхель 1 часть, листья перечной мяты 1 часть, вода 250 мл. Приготовление. Залить смесь кипяченой водой, дать настояться 15 минут, процедить через марлю. Принимать травяной чай по 2 столовые ложки натощак в течение 2 месяцев. Травяной чай для похудения можно пить и каждый день, ведь он улучшает метаболизм и предупреждает сахарный диабет. Важно! Травяные чаи стоит с осторожностью принимать людям, страдающим заболеванием почек и ЖКТ. Рецепты детского травяного чая от кашля. Существует несколько рецептов чаев, которые можно давать детям каждый день. Они укрепляют иммунитет и особенно полезны в сезон гриппа и простуд. Травяной чай. Взять листья мати-мачехи, перечной мяты, чабреца, тысячелистника, сосновые почки и подорожник в равных пропорциях. Залить стаканом кипятка и дать настояться 15 минут. Инжир, отваренный в молоке. Взять 200 мл молока, положить в него 4 плода инжира и подогреть на медленном огне. После того, как смесь немного охладится, ее можно давать пить ребенку. Родителям необходимо помнить, что травяные чаи следует давать с осторожностью. Возможны аллергические реакции. Нужно также учитывать возраст ребенка. Малышей до 3 лет не стоит лечить средствами нетрадиционной медицины. Травяные чаи можно делать самостоятельно, подбирая ингредиенты на свой вкус. Главное – не забывать об их полезных и вредных свойствах. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.